Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Это у меня улей ППУ новенький, еще не крашеный. Тут хорошая семейка сидит. Вот. Сейчас пойдем к другому улью. А это у меня тут на отшибе улей с неблагополучной семейкой. Вот ослабла семейка, расплод погнали. В общем, охлявшие. Вот сегодня будем рокировочку такую делать. Значит, спрашивали, правильно ли улья подогревать, как я отношусь к подогреву улью. Нормально отношусь. Вот сейчас этими будем заниматься. Подогревать слабенькую семью за счет сильненькой. Потому что у нас облет уже скоро обещает, где-то в начале марта. Вот, уже можно их помещать, одну семью на вторую. Потому что, опять же, спрашивали, когда можно улья перемещать. Вот, до облета. Пока они не облетались, можно перемещать, потому что когда они облетаются, уже GPS настроит место, где они живут, запомнят, то потом их переставить, и они вернутся на старое место. А улья там нету. Ерунда получится. У нас был облет. Но эти семейки не облетывались. Ну, конкретно это не облетывалось, потому что она закрыта была. Вот, поэтому можно ее перемещать. Тут в этом улье шершни сидят. Никого не трогают. Семейка хорошая. Видно, 19 февраля они поперлись в серединку. То есть отошли от передней стенки, пошли в серединку. Значит, что? Расплодик появился. Видите, испаринка. Пчелки дышат. Вот. У нас сейчас, конечно, опять же перепады температур, как всегда. Но, тем не менее, водой дышат. Значит, начали выращивать расплод. И пчелки уже уходят в серединку. Все, начался расплод. Начался расплод, началось пчеловодство. Сейчас будем приземлять вот эту неблагополучную семью наверх на благополучную. Верхняя семья будет ее греть, подогревать. И, соответственно, этой семейке будет легче, потому что она слабшая, охлявшая, сама себя не обогреет. Вот у нее проблемы. Будем ее таким методом спасать. Сверху на сильную ставить. Вот таким вот образом. В общем, это неплохой вариант. Только надо им еще литочек открыть, потому что литочек закрытый. Сечества одна у них теперь нету. Надо им сделать дырочку, чтобы было куда и лазить. Иначе они, бедненькие, там задохнутся. В общем, сейчас организую. Так, ну а теперь немножко философии, размышлений, разглагольствований. Значит, подогревать пчел можно разными способами. Можно вот так вот, слабую семью на верхнюю. Это хороший способ. Я сейчас расскажу, почему он хороший. Вот. Мне очень нравится. Можно подогревать. Некоторые там инфракрасную пленочку ложат на пол. Это у кого розетка близко есть. Вот, электрику можно подключить, подогревать пчел. Вот. Некоторые там лампочку, песок закапывают. Вот. Лампочка греется, тогда песок нагревается. Тоже пчелки подогреваются. Но это если у вас корпусная система, можно пустой корпус поставить, туда банку с песком, лампочку. В общем, и таким образом подогревать пчел. В общем, подогрев пчел весной – это дело хорошее. Я лично за, потому что спрашивали, как я к этому отношусь. Нормально отношусь, потому что тепло для пчел весной – это такой же ресурс, не менее важный, чем пыльца, мед и вода. То есть там 4 ресурса должно быть. Вот. И тепло – это один из ресурсов. Если тепла не будет, то развития семей тоже не будет. Поэтому люди заводят вот эти ППУ улья, потому что они на весну теплее. Они на весну лучше, а во всем остальном они ничем не лучше, чем деревянные улья. Но вот на весну, на этот короткий срок весенний, когда у нас еще весна холодная, они лучше, чем деревянные. Вот. Поэтому подогревание ульев дело классное. Подогревайте. У кого есть возможность, подогревайте. Если есть возможность подогревать, обязательно подогревайте. Или вот делайте, как я, вот слабенькую семью на сильную. Теперь расскажу, почему так хорошо. Ну, дело в том, что от этой семьи толку не будет. Она будет очень плохо развиваться весной, верхняя. А нижняя, хорошая семья, нормальная, она пойдет в развитие. Вот. Если бы я их оставил по одному, то она бы, эта верхняя семейка слабенькая, не пропала. Она бы развивалась медленно. И на акацию, скажем так, от нее толку не было бы. Она бы не погибла, как-то там потихонечку ковыляла, росла. Вот. А эта семья на акацию вышла бы. У нас какая проблема взять акацию? У нас акацию берут только сильные семьи, потому что в нашей личной местности, когда акация цветет, у нас еще семьи не выросли до того размера, чтобы хорошо собирать мед. Потому что что такое созревшая семья к медосбору? Это семья в предроевом состоянии. Вот. У нее должно быть 20-24 рамки пчел и полный комплект расплода. То есть это практически уже рой должен быть, должны вешать роевые маточники. Вот. А на акации у нас таких семей не бывает. То есть у нас слишком поздние облеты. Вот в прошлом году 1 апреля облетелись, а позапрошлого аж 4 апреля. В этом году синоптики передают, что облетятся 10 марта. Но синоптики такие люди ненадежные. Они правильно направление ветра показывают, только если их повесить. Синоптики это ненадежное дело. Ну, даже будем предполагать, что облетятся в середине марта, то
до акации они, конечно, могут не успеть. Только сильные семьи успеют. Средние семьи не успеют, а слабенькие тем более не успеют. Поэтому на слабеньких семей на акацию надеяться не приходится. Чтобы взять акацию, надо сводить две семьи вместе. Или сделать вот как я. Дело в том, что там семья будет нормально развиваться, на акацию она в районном состоянии не будет, но она будет приличная, эта семья. Вот. А эта семья будет слабенькая будет. Но когда зацветет акация, я матку с расплодом и с нелетной пчелой молодой переселю в другой улей. А в этом улье останется хоть и немного, но летная вся пчела от этой семьи. И я эти семьи объединю. И получится, что у этой семьи комплект расплода и летная пчела плюс к той пчеле, которая была. И у них появляется лишняя летная пчела. И тогда в таком, или вернее сказать, в такой конфигурации они акацию берут. Потому что пчелы нижней семьи, хорошей семьи, дополняются летной пчелой от слабой семьи. И тогда вот эта семья, она берет хорошо акацию. А слабенькая семья с маткой уезжает, соответственно, в другой улей. Вот, и там от нее толку на акации не будет. Но семья, тем не менее, она сохранится. То есть и дальше будет себе нарастать, нарастать. Получится как семья вспомогательная. Потому что по-другому акации у нас взять сложно. У нас, чтобы взять хорошо акации, надо две семьи свести вместе на акацию. Такие вот дела. Но это если акация вам позволяет. Потому что, допустим, если взять свести две сильные семьи, а акация растение ненадежное, оно сегодня хорошо цвело, нектар давало, а завтра дождь пошел, оно ничего не дает, либо засуха, оно ничего не дает. Вот, а вы две семьи сильных свели, и у вас две семьи сильных что делают? Отпустят хороший, мощный, такой красивый рой. Поэтому сводить на акацию сильные семьи рискованное дело, очень рискованное. Вот, по той причине, что акация непредсказуемое растение. Вот если она цветет хорошо, все нормально, то тогда это очень хороший вариант. Но акация рискованное очень дело. А вот когда сводите вот таким способом, как я рассказал, то и эти роиться не будут, и те, соответственно, уедут, и акацию возьмут. То есть это такой компромисс на акацию. В этой конфигурации они акацию возьмут. Так, ну это у меня осталось дно и крышка от того корпуса, который я наверх поставил. Невостребованная. Пусть стоит. Так, ну и насколько это эффективно подогревать семей. В общем, если верить литературке, вот, то эффективность плюс 80% к расплоду, если вы подогреваете пчел. Это очень хороший результат. Но даже если вы будете иметь от этого половину, 40%, все равно это очень классный результат. Поэтому подогревы пчелиных семей дело очень классное. Вот. Очень правильное, и надо его делать, потому что тепло не менее важный ресурс, чем мед и пыльца. Главное, чтобы все было в природе хорошо, чтобы у нас заморозки не вернулись, еще какая беда не случилась, вот, и все будет хорошо. Поэтому, если есть у вас возможность подогревать семьи, обязательно подогревайте. Если слабенькие семьи образовались, неблагополучные, вот попробуйте сделать, как я, если у вас многокорпусная система. В лежаках это сделать немножко сложнее. Там, конечно, через перегородку можно, вот сильную семью, через перегородку слабенькую. Перегородка будет тепленькой, но дело в том, что вот я сколько не пробовал, в лежаках не такой эффект, как в многокорпусных ульях. То есть вторым корпусом наверх намного эффективнее ставить, чем лежаки через перегородку. Лежаки в этом плане невыгодные улья. Вот корпусные в этом плане намного выгоднее. Такие дела. Но сегодня такое вот видео было про мохнатых. Обязательно ставим мне лайк, потому что я очень жаден. И передаем привет моим мохнатеньким чудовищам.